Час назад Чингук сказал то, к чему никто не был готов. И реакция Тэхёна рассказала историю, о которой фанаты не перестают говорить. В тот момент, когда прямая трансляция затихла, никто не понял, что вот-вот станет свидетелем чего-то, что будут пересматривать, замедлять, увеличивать и анализировать миллионы фанатов по всему миру. Все началось как обычно, в непринужденной обстановке. Чингук был расслаблен, откинувшись на спинку стула, толстовка была немного великовата, волосы еще влажные, как будто он только что вышел из душа. Тэхён сидел рядом с ним, скрестив ноги, просматривая комментарии на телефоне, изредка улыбаясь и подталкивая Чингука локтем, когда появлялось забавное сообщение. Они шутили, смеялись, подтрунивали друг над другом, как всегда. А потом Чингук это сказал. Это было негромко. Это было не драматично. Это было почти тихо. Чингук пробормотал, не отрывая глаз от экрана: «Есть вещи, которые я хотел сказать уже давно, но все ждал подходящего момента». Тэхён замер на месте, прокручивая ленту. Фанаты не сразу это заметили. В чате все еще летали смайлики, сердечки, кричащие сообщения, написанные заглавными буквами. Но если вы пересмотрите видео сейчас, вы увидите это ясно. В тот самый момент, когда Тэхён почувствовал, что что-то изменилось. Чингук сглотнул, слегка напрягши челюсть. «Я не знаю, подходящий ли это момент», — продолжил он, голос стал тише, «но я не хочу продолжать притворяться, что не чувствую того, что чувствую». В комнате все изменилось. Тэхён медленно поднял голову. Его игривая улыбка исчезла. Его глаза искали что-то на лице Чингука, словно он пытался прочитать что-то недосказанное между строк. «Чингук», — мягко произнес он. Чингук наконец повернулся к нему, и на мгновение ни один из них не произнес ни слова. Тишина была настолько густой, что фанаты клянутся, что чувствовали ее через экраны своих устройств. «Я всегда был благодарен тебе», — сказал Чингук. «За то, как ты оставался рядом, когда было тяжело. За то, как ты никогда не просил меня объяснять, когда я не мог. За то, как ты понимаешь меня без слов». Губы Тэхёна слегка приоткрылись. Его рука медленно опустилась на колени. «Что ты сейчас делаешь?» — спросил Тэхён, наполовину смеясь, наполовину нервничая. Чингук улыбнулся, но это была не его обычная заячья улыбка. Она была меньше, мягче, почти уязвимой. «Я говорю честно», — ответил он. Чат взорвался. Эйар и Муай начали бешено писать: «Подожди, это правда, почему это так странно?» Тэхён неосознанно подвинулся ближе. Их колени соприкоснулись. «Тебе не обязательно делать это в прямом эфире», — прошептал Тэхён. «Но если я не скажу это сейчас», — сказал Чингук, — «я буду продолжать искать отговорки». Он вздохнул. «Ты тот человек, которого я ищу в первую очередь в любой комнате. Ты тот, о ком я думаю, когда происходит что-то хорошее. Ты тот, с кем я хочу поговорить, когда все кажется неправильным». Глаза Тэхёна заблестели. А затем он сделал то, чего никто не ожидал. Он протянул руку и схватил Чингука за рукав. «Крепко. Ты сейчас серьезно?» — спросил Тэхён едва слышным голосом. Чингук кивнул. «Я никогда не был так серьезен». 3 полные секунды Тэхён не мог говорить. Позже фанаты замедлили видео покадрово. Видно, как у него перехватывает дыхание. Видно, как его пальцы сжимают рукав Чингука. Видно, как смягчаются его глаза, словно что-то внутри него только что-то сломалось. Затем Тэхён рассмеялся, но это был не шутливый смех. Это был такой смех, когда пытаешься сдержать слезы. «Идиот», — прошептал Тэхён. «Ты действительно выбрал именно сейчас». Чингук нервно рассмеялся. «Я же говорил, что у меня проблемы со временем». Тэхён покачал головой, все еще улыбаясь, все еще взволнованный. «Я думал, что мне это приснилось», — сказал он. «Годами». Чингук моргнул. «Что мне приснилось?»
что ты чувствуешь то же самое», — ответил Тэхён. Интернет сошел с ума. В считанные секунды скриншоты появились повсюду. Видео из ТикТок. Треды в Твиттере. Заголовки формировались в режиме реального времени. Чингук признается в прямом эфире, реакция Тэхёна — это все. BTS только что изменили историю. Голос Чингука понизился еще ниже. «Мне это не приснилось», — сказал он. «Я просто не знал, как это сказать». Тэхён отпустил рукав и закрыл лицо руками. «О боже», — прошептал он. «У нас будут большие проблемы». Чингук снова рассмеялся, на этот раз с большим облегчением. «Стоило ли?» — спросил он. Тэхён посмотрел сквозь пальцы. «Ты правда все это имеешь в виду?» Чингук кивнул. Каждое слово. Руки Тэхёна опустились на колени. А потом он сделал то, что действительно взорвало интернет. Он наклонился вперед и прислонил свой лоб к лбу Чингука. Прямо там, в прямом эфире. «Я не позволю тебе потом взять свои слова обратно», — тихо сказал Тэхён. Чингук закрыл глаза. «Не позволю». На мгновение ни один из них не пошевелился. Затем Тэхён прошептал слова, которые повергли фанатов в полный восторг. «Тогда перестаньте ждать подходящего момента». Вот он. Прямой эфир внезапно оборвался. Ни прощания, ни объяснений. Просто черный экран. И через несколько минут мир был объят пламенем. Через 30 секунд ролик уже появился в Твиттере. Через минуту он стал трендом по всему миру. Через 5 минут все крупные новостные аккаунты K-pop опубликовали один и тот же скриншот, лоб Тэхёна прижат к лбу Чингука, глаза закрыты, пальцы все еще запутаны в рукаве. В штаб-квартире HYBE началась паника. В тот момент, когда трансляция прервалась, первым ворвался менеджер, затем другой, затем третий. «Что только что произошло?» — потребовал один из них дрожащим голосом. Тэхён медленно поднялся, руки все еще дрожали. Чингук еще не сдвинулся с места. Он выглядел странно спокойным, как человек, только что спрыгнувший со скалы и, наконец, принявший закон гравитации. «Я закончил трансляцию», — тихо сказал Чингук. «Нет», — резко ответил менеджер. «Вы закончили свою карьеру». Тэхён резко повернулся. «Не разговаривайте с ним так». В комнате воцарилась мертвая тишина. «Это моя вина», — сказал Чингук, вставая. «Я это сказал. Я начал. Не вините его». Вошла другая сотрудница с телефоном в руках. «В тренде номер 1 в мире», — сказала она, побледнев. Хэштеги взрываются. Фанаты думают, что это настоящее признание. Тэхён издал дрожащий смех. «Думаете?» Менеджер сильно потер лицо. «Вам двоим нужно пойти с нами. Сейчас же». Тем временем интернет уже раздирали на части. Твиттер ARMY мгновенно разделился на 3 фракции. Верящие, они влюблены и скрывали это годами. Отрицающие, это постановочно. Это просто фан-сервис, вырванный из контекста. Команда истериков, мне нехорошо. Почему я плачу из-за 2 взрослых мужчин? ТикТок заполонили фанатские видеоролики. Замедленные клипы. Крупные планы дрожащих рук Тэхёна. Отдельный аудиофрагмент, где голос Чингука дрожит. В здании Чингук и Тэхён сидели в тихой конференц-комнате. Напротив них сидели 2 руководителя, юридическая команда, 3 менеджера и директор по связям с общественностью, которая выглядела так, будто не спала несколько дней. «Вы понимаете, насколько это серьезно?» — осторожно спросил один из руководителей. Чингук кивнул. «Да». Тэхён не понимал. «И что теперь?» — равнодушно спросил он. Директор по связям с общественностью откашлялась.
Мы немедленно выпустим заявление. Что-то вроде того, что это был эмоциональный момент, вырванный из контекста. Они выражали дружбу. Чингук напрягся. Нет. Все повернулись к нему. «Я не называю это фальшивкой», — сказал он. «Я имел в виду то, что сказал». В комнате раздался взрыв эмоций. Тэхён так резко встал, что его стул упал. «Перестаньте на него кричать. Если кто-то и возьмет на себя ответственность, то это мы оба». Юридический консультант тихо сказал: «Если вы это подтвердите, будут последствия. Брендовые контракты, гастроли, негативная реакция общественности». Чингук посмотрел на Тэхёна. Тэхён посмотрел на него в ответ. Никто не колебался. «Тогда мы сами с этим разберемся», — сказали они. Всего через 12 минут после публикации расплывчатого заявления HYBE Диспетче выпустил свою бомбу. Эксклюзив Диспетче, личные фотографии Чингука и Тэхёна, доказательство того, что их отношения выходят за рамки дружбы. Статья взорвала интернет. На одной фотографии Чингук спит на диване, положив голову на бедро Тэхёна, а Тэхён нежно перебирает его волосы. На другой они держатся за руки под столом. На другом снимке они шли ночью в толстовках и масках, Чингук обнимал Тэхёна за плечи, защищая его. Подпись под последней фотографией привела фанатов в шок. Снято в 2023 году. Подтверждены неоднократные частные встречи в течение нескольких лет. Внутри HYBE снова разразился хаос. Они опубликовали фотографии, дрожа, сказал пиар-директор. Они повсюду. Тэхён встал. Тогда мы прекратим бегать. Мы выпустим собственное заявление. Прежде чем кто-либо успел возразить, дверь открылась. Вошел Намджун. «Я видел фотографии из Диспетче», — спокойно сказал он. «И я видел прямой эфир». Он посмотрел на Чингука, затем на Тэхёна. «Ты влюблен в него?» — спросил Намджун Чингука. «Да». «А ты влюблен в него?» — спросил он Тэхёна. «Да». Намджун кивнул. «Тогда я тебя поддерживаю». Тэхён открыто взял Чингука за руку. «Мы больше не боимся», — сказал Тэхён. «Что бы ни случилось, мы встретим это вместе». Через 30 минут телефоны по всему миру зазвонили. Официальное совместное заявление Чингука и Тэхёна. Мы были честны в прямом эфире, потому что устали лгать. Да, наши отношения настоящие. Да, мы вместе уже давно. И да, мы по-прежнему те же люди, которые глубоко любят своих поклонников. Мы не стыдимся и не извиняемся за то, что любим друг друга. Мир замер. Затем раздался крик. В тихом коридоре, вдали от камер и руководителей, Чингук наконец сломался. У него подкосились колени. Тэхён подхватил его. «Мы действительно это сделали», – прошептал Чингук, дрожа. Тэхён прижался лбом к его лбу. «Да. Мы действительно это сделали». Корейские новостные каналы прервали обычное вещание. Срочные новости. Чингук и Тэхён подтвердили романтические отношения. Но на этом история не закончилась. В последующие часы улицы перед HYBE заполнились репортерами. Вспышки фотокамер сверкали, как фейерверки. Фанаты собирались, некоторые плакали, некоторые держали плакаты с надписями «Мы с вами» и «Любовь, не преступление». Охрана изо всех сил пыталась контролировать толпу, поскольку слухи распространялись быстрее официальных заявлений. Внутри здания Чингука и Тэхёна проводили в отдельную комнату ожидания. Долгое время они не разговаривали. Адреналин спал, оставив лишь усталость и реальность. Наконец Чингук нарушил молчание. «Ты боишься?» Тэхён медленно выдохнул. «Да. Ужасно боюсь». Он помолчал, затем посмотрел на Чингука. «Но я больше боюсь снова начать лгать». Чингук кивнул.
Я тоже. Менеджер постучал в дверь. Пресс-конференция через 20 минут. Компания решила, вы будете говорить. Вместе. В комнате снова воцарилась тишина. Тэхён встал первым. Он поправил пиджак, затем повернулся к Чингуку и протянул руку. Чингук без колебаний взял ее. «Что бы ни случилось», — тихо сказал Тэхён, — «не отпускай». «Не отпущу», — ответил Чингук. Когда они вышли на сцену, шум был оглушительным. Затворы фотоаппаратов щелкали без остановки. Репортеры выкрикивали вопросы со всех сторон. «Это правда. Как долго это продолжается? Компания одобрила это?» Они сели рядом. На мгновение ни один из них не произнес ни слова. Затем Чингук наклонился вперед. «Мы здесь не для того, чтобы устраивать драму», — спокойно сказал он. «Мы здесь, потому что сказали правду, и мы не хотим, чтобы эта правда была искажена». Тэхён продолжил, голос его был ровным, но эмоциональным. «Мы этого не планировали. Это не было стратегией. Это не был маркетинг. Это была честность. И да, мы очень сильно любим друг друга». Репортер подняла руку. «Вы хотите сказать, что встречаетесь?» Чингук не отвел взгляд. «Да». В зале раздался взрыв эмоций. Другой репортер крикнул: «А как же BTS?» «Что насчет группы?» Тэхён тут же ответил: «BTS – наша семья. Это не меняет нашей преданности. Наоборот, это делает нас сильнее, потому что мы наконец-то говорим правду». За кулисами остальные участники наблюдали за происходящим на маленьком мониторе. Чимин прикрыл рот рукой, глаза его были влажными. Хасок прошептал: «Они действительно это делают». Юнги медленно кивнул. «Они смелые». Сакджин скрестил руки и слабо улыбнулся. Наконец-то кто-то встряхнул эту индустрию. Намджун стоял тихо, сложив руки, наблюдая за каждой секундой. Когда пресс-конференция закончилась, Чингук и Тэхён ушли за кулисы. В тот момент, когда они исчезли с поля зрения камер, плечи Чингука наконец-то расслабились. «Я думал, что мое сердце вот-вот разорвется», — слабо рассмеялся он. Тэхён быстро обнял его. «Ты выжил». В тот вечер цифры были невероятными. Хэштег «Решетка из Тандит Хтаякак» превысил 30 миллионов твитов. Фан-кафе были завалены сообщениями поддержки. Мировые новостные агентства подхватили эту историю. Даже не кей-поп СМИ назвали это историческим моментом. Но не все было позитивно. Некоторые спонсоры объявили, что пересматривают контракты. Несколько рекламных контрактов были тихо удалены с официальных сайтов. Комментарии с ненавистью хлынули вместе с комментариями с любовью. Чингук молча пролистывал ленту в телефоне. Тэхён осторожно взял его из рук. «Перестань читать». «А что, если они правы?» Тихо спросил Чингук. «Что, если мы действительно все испортили?» Тэхён обхватил лицо ладонями. «Посмотри на меня. Мы ничего не испортили. Мы наконец-то выбрали себя». Глаза Чингука наполнились слезами. «Я никогда раньше не выбирал себя». «Тогда пусть это будет первый раз», — сказал Тэхён. На следующее утро BTS собрались в репетиционном зале. Никаких камер. Никакого персонала. Только 7. Намджун встал перед группой. «Нам нужно поговорить». В комнате царила тяжелая атмосфера. Юнги заговорил первым. «Не буду врать. Это будет тяжело». Чимин кивнул. «Люди будут говорить». Хасок мягко улыбнулся. «Но они всегда так делают». Сакджин подошел и положил руку на плечо Чингука. «Ты все еще наш Макне. Это не изменилось». Затем он повернулся к Тэхёну. «И ты все еще надоедливый.
Все рассмеялись, разрядив обстановку. Намджун глубоко вздохнул. Что бы ни случилось снаружи, здесь мы остаемся вшестером. Согласны? Все 6 ответили одновременно «согласны». Чингук почувствовал, как что-то расслабилось в груди. Впервые после прямого эфира он улыбнулся без страха. Прошли дни. Хаос постепенно перерос в разговоры. В ток-шоу обсуждали это. Фанаты создавали рисунки, письма и проекты поддержки. В Сеуле появился огромный рекламный щит, профинансированный ARMY «Спасибо за вашу смелость». Чингук и Тэхён стояли напротив него, в масках и шляпах. Тэхён уставился на экран. «Ты жалеешь об этом?» Чингук покачал головой. «Ни секунды». Он сделал паузу. «А ты?» Тэхён улыбнулся. «Я жалею, что не сделал этого раньше». Они ушли, держась за руки, слившись с толпой. Не как айдолы. Не как заголовки новостей. Просто как 2 человека, которые наконец перестали прятаться. И где-то в интернете фанаты снова и снова пересматривали тот оригинальный прямой эфир. Тот тихий момент. Это дрожащий голос. Это прикосновение лбом. Момент, когда все изменилось. Не из-за скандала. Не из-за хаоса. А потому что, наконец, честность оказалась громче страха.